Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 10 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Израильские истребители за последние 24 часа открыли огонь по Ливану, подтверждает ЦАЛИ, в том числе по туннелю между Ливаном и Сирией, который, по словам наших военных, использовался Хизбаллой для контрабанды боеприпасов. Кроме того, военные прокомментировали, что нанесли удары по нескольким объектам Хизбаллы, на которых находились оружие и ракетные установки, представляющие непосредственную угрозу государству Израиль. Новости на Радио Мария. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не будет никакой терпимости к жителям Газы, приближающимся к границе с Израилем, после того, как ранее на севере Газы десятки палестинцев оказались всего в нескольких сотнях метров от наших военных. Цитирую: «Политика обороны Израиля в отношении Газы ясна. Любой, кто вступает в буферную зону, подвергает свою жизнь риску», говорится в заявлении Каца. «Будет нулевая терпимость к любому, кто представляет угрозу войскам ЦАЛИ или же пограничному ограждению и нашим общинам. Мы не вернемся к реальности 7 октября», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. В это же время президент США Дональд Трамп заявил, что он настроен на то, чтобы США выкупили и владели Газой, но смогли бы передать части палестинского анклава и другим странам Ближнего Востока для оказания помощи и восстановления. Трамп говорит, что превратит Газу, цитирую, в первоклассное место для будущего развития. Президент США заявляет, что вскоре встретится с премьер-министром Саудовской Аравии и премьер-министром Египта и ожидает, что оба они согласятся принять палестинских беженцев после разговора с ним. Трамп добавляет, что США могли бы рассмотреть возможность допуска палестинских беженцев в каждом конкретном случае, и что он позаботится о палестинцах и позаботится о том, чтобы их не лишали жизни. Новости на Радио Мария. Но вот президент Турции Раджеп Таyyip Эрдоган заявляет, что нет смысла обсуждать слова президента США Дональда Трампа о плане, цитирую, по захвату опустошенного войной сектора Газа. С нашей точки зрения нет ничего стоящего обсуждения предложений, выдвинутых новой администрацией США в отношении Газы под давлением сионистского лобби, заявил Эрдоган на пресс-конференции, предположив, что за предложением Трампа стоим мы, Израиль. Этот план совершенно бесполезен. Никто не имеет власти выселить народ Газы с его родины. Народ Газы продолжит оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу, сказал Раджеп Таyyip Эрдоган, президент Турции. Далее к другим событиям. Вчерашний рейс премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратно в Израиль из Вашингтона был задержан как минимум на полчаса из-за обледенения крыльев самолета. Но уже через час рейс успешно вылетел в Израиль. В начале заседания Кабинета министров, через несколько часов после возвращения из Вашингтона, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, цитирую, «его встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также его другие встречи привели, цитирую, к огромным достижениям, которые могут обеспечить безопасность Израиля на протяжении поколений. Я не преувеличиваю. Здесь есть возможности для возможностей. Возможности, о которых, я думаю, мы никогда не мечтали, или, по крайней мере, еще несколько месяцев назад они казались невозможными. Но теперь они возможны», заявляет премьер-министр. Нетаньяху говорит, что Трамп согласился с ним в том, что все поставленные нами цели войны должны быть достигнуты. Ликвидация Хамас, возвращение всех наших заложников, обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю, возвращение всех жителей на севере и юге страны в свои дома и, конечно же, предотвращение получения Ираном ядерного оружия.
Говоря о плане Трампа относительно послевоенного устройства Газы, Нетаньяху заявил, что президент США выступил, цитирую, «с революционной творческой идеей, которая откроет множество возможностей для Израиля». В то время как Израилю постоянно говорили, что палестинская администрация нужна в послевоенной Газе, видение Трампа совершенно иное и гораздо лучшее для государства Израиль. Оно революционное, креативное, и мы его обсуждаем. Трамп полон решимости его осуществить, и это также открывает для нас много возможностей, продолжает премьер-министр. В очередной раз похвалив свой визит в США как исторический поворотный момент для нашего государства, Нетаньяху завершает свое выступление, повторяя приверженность Израиля, цитирую, «обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня в Ливане и Газе». Но иногда применение огня необходимо как на юге, так и на севере. По словам премьер-министра, сегодня его указание заключается в том, что никто не должен попасть в зону периметра и никто не должен проникать за периметр. Это после того, как армия обороны Израиля открыла огонь по палестинцам, которые приблизились к границе Израиля и сектора Газа. Новости на радио Найрия. Продолжаем выпуск. Мать заложника Алона Охеля, Эдит Охель, умоляет освободить ее сына как можно скорее. Женщина заявляет, что ей только что сообщили, что он в цепях и имеет многочисленные невылеченные травмы. Она призывает всю страну и весь мир настоять на его освобождении. Эдит Охель говорит, что освобожденные в прошлую субботу заложники содержались вместе с ее сыном в течение всего периода их плена. И их возвращение из Газы в субботу стало тем случаем, когда семья Охеля получила подтверждение того, что их сын все еще жив. Алон был ранен во время похищения с бомбоубежища на музыкальном фестивале «Нова» 7 октября 2023 года, говорит мама, делясь тем, что ей только что рассказали освобожденные пленники. И он получил осколочные ранения глаза, плеча и руки. Лечения не было. В результате, говорит женщина, ее сын не может нормально видеть из-за поврежденного глаза. Эдит Охель говорит, что знает теперь, что ее сын все это время содержался в цепях и почти не получал еды. В лучшем случае они получали 1 питу в день в течение очень долгого времени. Я не могу этого понять. Я не думаю, что найдется хотя бы одна мать, которая смогла бы выдержать и знать, что ее сын был голодным и столько дней держался в цепях. Все, что, как вы видите, в прошлую субботу пережили освобожденные заложники, сейчас и переживает Алон, мой сын. Напомню, что освобождение Алона, которому сегодня, 10 февраля, исполняется 24 года, запланировано на вторую фазу сделки об освобождении заложников, переговоры по которой, как ожидается, начнутся только в конце этой недели. Цитирую. «Я надеюсь, что после сегодняшнего дня, после того, как мы получили этот признак жизни моего сына, эту информацию, а также показания тех, кто вышел оттуда и содержался вместе с моим сыном, я ожидаю, что не только премьер-министр, но и все причастные к этому люди позвонят мне и сообщат, что Алон будет освобожден завтра», сказала мать заложника Алона Охеля Эдит Охель. И новости о семье Бибас. Весь Израиль ждет их возвращения из плена. Напомню, что 1 февраля из плена Хамас освободили Ярдена Бибаса. В настоящее же время в Газе остается Шири Бибас и ее 2 сыновей – Кфир и Ариэль. Хамас же снова передали Израилю через посредников сообщение, что они согласны вернуть, внимание, останки семьи Бибас. Однако еще раз полностью винят в том, что произошло, нас, Израиль. Арабские СМИ сообщают, что передача тела Шири Бибас и ее сыновей, 5-летнего Ариэля и 2-летнего Кфира, задерживается из-за того, что Израиль не предоставляет технику и спецоборудование, необходимое для подземных работ. Согласно версии, озвученной Хамасом, жена и сыновья Ярдена Бибаса лишились жизни в ноябре. В то же время их тела до сих пор остаются под завалами. Добавлю, что первая информация о судьбе Шири Бибас и ее сыновей появилась еще в конце 2023 года на французском общественном международном телеканале «Франс 24». Тогда телеканал сообщил, что крыло Хамаса объявило, что Шири Бибас и сыновья не выжили, и что израильские военные заявили, что расследуют это происшествие, но пока его не подтверждают. В
канцелярии премьер-министра Израиля агентству «Франс Пресс» прокомментировали, что, цитирую, «Израиль не будет реагировать на пропагандистские сообщения, поступающие от Хамас». По словам же представителя армии обороны Израиля Даниэля Агарии, сообщения о 3 членах семьи Бибас пока не подтверждены. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич утверждает, что израильской общественности, цитирую, «промыли мозги», заставив ее поддержать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, и предупреждает, что продолжение второй фазы соглашения направит нашу страну, цитирую, «на скользкий и опасный путь». Смотрич говорит, что текущая сделка о заложниках вдохновляет Хамас похищать все больше наших граждан и требовать вывода израильских войск из Иудеи и Самарии, эвакуации поселений и создания палестинского государства в обмен на их освобождение. Иран же может похитить несколько еврейских семей, которые путешествуют по всему миру, перевести их на свою территорию и потребовать отмены экономических санкций против него, а также обязательства Израиля не предпринимать действий против его ядерных объектов. Вы убеждаете себя, что это невозможно и что перед лицом таких требований мы без сомнения откажемся сдаться, говорит Смотрич. На каком основании вы так говорите? В чем разница между этим и второй фазой сделки, которая вдруг стала такой тривиальной и необходимой? Безрассудные СМИ в Израиле будут промывать вам мозги, причем вы даже не будете этого осознавать, как они это делают уже больше года. Смотрич говорит, что ответственное государство, которое желает жизни, не проходит через призму семей похищенных и не может позволить эмоциям и боли взять верх над разумом и поставить под угрозу свое существование и будущее всех своих граждан. Наша партия, говорит Смотрич, будет противостоять любым попыткам перейти ко второму этапу соглашения и предупреждает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, что любой, кто согласится с требованием Хамас, не заслуживает того, чтобы быть лидером, сказал министр финансов Бецалель Смотрич. В это же время семьи заложников Матана Зангаукара и Нимрода Койна обратились в высший суд с просьбой раскрыть общественности все подробности соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. В петиции говорится, что семьи заложников, особенно тех, кого не планируется освободить в ходе текущей первой фазы сделки, имеют право знать подробности соглашения, которые напрямую влияют на жизнь их близких. Заявители пребывают в неведении большой неопределенности относительно деталей соглашения, говорится в петиции. Кроме того, заявители пребывают в состоянии сильной тревоги и беспокойства относительно возможности того, что вторая фаза соглашения вообще не будет реализована, или же ее реализация будет отложена на чрезвычайно длительный срок, что может нанести ущерб благополучию их близких. Текущее время ставит под угрозу жизни наших близких, говорится в петиции. Новости на радио Нария. Рэкет по-израильски. Полиция Израиля предъявила обвинение 5 жителям севера страны по подозрению в вымогательстве у владельцев бизнеса в рамках масштабной схемы. В полиции комментируют, что в прошлом месяце следователи тайно выслеживали 5 подозреваемых, которые проникли на строительную площадку на севере страны и приступили к повреждению и краже частей оборудования. Подозреваемые закопали украденное оборудование в поле, чтобы позже облегчить переговоры по его возвращению, говорят в полиции. Правоохранители связались с руководителем строительной площадки, который сообщил им, что за несколько дней до инцидента с ним связался человек, который предложил услуги по обеспечению безопасности, но он отказался от этого предложения. Мужчина предлагал так называемую крышу. Цитирую: «На севере есть несколько преступных группировок, деятельность которых влияет на повседневную жизнь законопослушных жителей Северного округа», говорит пресс-секретарь полиции Израиля. Он добавляет, что за последние несколько месяцев местные правоохранительные органы сосредоточились на, цитирую, «банде, занимающейся вымогательством денег за так называемую защиту строительных площадок или же предприятий на севере Израиля». Конец цитаты.
Израильская печатная СМИ на русском языке, которая переводит материалы с иврита и адаптирует их в нужном контексте для русскоязычной аудитории, СМИ, которые наша редакция называет информационной помойкой, решила снова облить грязью супругу главы правительства. В этот раз помойка сообщила, что якобы в Израиле все шокированы, и что когда в прошлую субботу освобождали изможденных заложников, Сара Нетаньягу появилась на фото с сумкой Шанель за 40 тысяч шекелей. Помойка рассказывает, что все возмущены. Кто все, не уточняется. Мы же возмущены заказными материалами против главы правительства и его супруги. Материалами, которые каждый день публикует помойка. Все эти материалы мы уже передаем в канцелярию премьер-министра, а также министру связи Шломо Кари с просьбой принять соответствующие меры. Сейчас эта печатная помойка равноценна телеканалу Аль-Джазира, который запрещен в Израиле. Если же вы обнаружили грязь против главы правительства или в социальных сетях, или же на сайтах, сообщите в нашу редакцию. Имейл на ваших экранах. эфир@radionaria.com. Новости на радио Нария. И еще важное сообщение. Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь, всех хоронит и вводит войска в разные страны. Также начинает якобы войну. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. Кроме этого, у нас есть резервный канал, он называется Радио Нария Ньюс Новости Израиля. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Нария. Все остальные каналы не имеют к нам никакого отношения. Не смотрите фейки и ложь. Вернулся официальный телеграм-канал Радио Нария. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Если вы смотрите нас по телевизору своим телефоном, отсканируйте QR-код на ваших экранах. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Найти телеграм-канал Радио Нария можно и в поиске в Телеграм. Напишите там Радио Нария латинскими буквами. Будьте с нами всегда на связи. Уже сейчас вы можете поддержать Радио Нария. Сделать это очень просто. Нажмите на этом канале кнопку «Подписаться» и подпишитесь на наш YouTube-канал. Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, 11 февраля, во вторник, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.